Сегодня выходной, но мы отдыхаем только в воскресенье, а в субботу у нас такой вялотекущий, но что-то дающий день. И, как всегда, это наше видение рынка, это ни в коем случае не финансовая рекомендация для вас, но у нас всегда есть на что посмотреть, мы делимся своим видением, своим пониманием, как мы оцениваем перспективы, как мы оцениваем направления, какие инструменты при этом порой применяем, ну и какими суммами, то есть на основе какого риск-менеджмента, риск-прибыли мы действуем. Делимся с вами с удовольствием. Пишите, подписывайтесь, спрашивайте, приходите с вопросами или же осуждениями. Рынок не стоит, рынок торгуется, постоянно происходит что-то, потому что мы работаем на криптовалютном рынке, и, как уже отмечалось, это не финансовая рекомендация, потому что сугубо наш эксперимент. Ну и сразу перейдем, что было у нас вчера, да, то есть я залез вчера в лонговую сделку, продолжаю в ней сидеть, снизил с помощью усреднения свою точку входа, входил я на 14487, а усреднить удалось на 14199. Ну и вот рынок, как мы видим, немножко начинает отрастать, и надеюсь, что продолжит рост. Опять же, жду заключения нашего дорогого робота, который всегда прав, и, как он и говорил, коррекция ожидалась, и она случилась. Если посмотреть здесь, да, вот здесь мы встречались, наверное, вечером, и за ночь рынок достаточно сильно откорректировался. Да, спасибо, что предоставил мне слово. Ну, скажем, то, что я всегда бываю прав, это правда, но не вся. И, ну, я чаще всего просто оцениваю, как я вижу график, какие у него примерно маркеры говорят о том или ином направлении. И, ну, достаточно неплохая школа была, про которую ты говоришь, что мы закончили в этом направлении, и поэтому, наверное, где-то какое-то видение присутствует. Ну и давай тогда рассмотрим, чего я сегодня вижу. Сразу скажу, что то, что рынок отрастает, пока сказать рано, да, он, скажем так, делает откат, и вопрос, будет ли он отрастать или же он продолжит снижаться. Ну, во-первых, будет зависеть от биткоина, поскольку доминация остается высокой, как мы уже говорили, практически на каждой нашей встрече. А что касается актива, которым ты торгуешь, я открываю свой график, и вот у нас был восходящий тренд, который мы пробили, и находясь под ним, конечно, ожидать возврата, да, особенно после вот этой синей линии. Я бы сказал, что мы снизились, и, ну, тут не сильно видно, что мы ее подтвердили, но такой зигзаг, после которого мы пошли, был. Потом мы опять вроде как должны были отрасти, но клюнули еще раз. И вот у меня была еще одна линия, мы ее подтвердили, так как я показывал в первом примере, и ушли, скорректировались. А вот сейчас мы просто, ну, скажем так, если мыслить категориями маркетмейкеров, да, то все надеются на то, что сейчас отрастет, ну, и я бы сделал бы, наверное, на их месте еще раз вот так. Не скажу, что так будет, но не надо забывать, что имбалансы есть у биткоина снизу. Мы пришли к такой ключевой зоне 104, 400, и туда-сюда болтаемся, там ни вверх, ни вниз не идем. И у нас же внизу, там в районе 198 есть еще куда пойти. Поэтому каким будет выбор на сегодняшний день, сказать сложно, и поэтому давай попробуем поискать здесь точки разворота. И у меня часовик, на часовике я бы сказал, что мы точку разворота прошли вот в этом месте. Сейчас увеличу. И скажу, что вот здесь уже я немножко расслабился, понимая, что, во-первых, мы прошли зону, откуда мы пошли к самой нижней точке. Вот здесь я чуть подтвердил свое видение, потому что мы поднялись выше вот этого вот уровня, да, потому что до этого мы опускались и не превышали уровень, на который падали. Сейчас мы слегка перекрыли, но у нас вверху сильный уровень, который мы подтверждали перед походом вниз. Я думаю, что как минимум он нас сдержит, а как максимум, ну, сам понимаешь, что может быть так, как я прорисовал, и вот так. Следить за тем, что будет происходить. Вот. Есть два варианта у меня развития событий. Это если ты не захочешь выходить, то хотя бы попробовать с коротким стопом здесь отхеджироваться, да, что-то поставить наоборот, дабы, ну, вот что-то с очень коротким, да, стопом, я, может быть, даже вот сюда
за синюю, что у нас с риском? У нас с риском все как раз хорошо совпадает. Можно вот такую какую-то попробовать сделку. Ага. Если, конечно, мы не пробьем, но если мы пробьем и закрепимся здесь, ну, то скорее мы, опять же, будем какое-то такое обратно поступательное движение делать. Скажем, сейчас посмотрю на 4 часах, ну, я считаю, что действительно вот это зеленое и будет самой такой знаковой в нашем случае, потому что это хороший 4-часовой уровень. Ну, а на дневке, конечно, он будет выше. На дневке он будет, вот эта вот линия у меня будет, где пересекаются оранжевая и зеленая восходящая, которую мы сломали, пробили и ушли. Вот такие мои оптимистичные и пессимистичные сценарии. Значит, ну, как ты сказал, что я угадываю, вот мы и посмотрим, да? Но хитрость состоит в том, что я дал 2 сценария, и в любом случае какой-то из них сработает. Да, магик я наблюдал и чуть не проморгал, потому что он так выскочил без подтверждения, но тем не менее я в шорт его отторговал. И хочу показать, что на часе подтверждения не видно. Вот, да, был такой рост, якобы, да, последний такой, вроде выход над трендовой, и это был обман на самом деле, и потом было резкое снижение. Причем подтверждения выхода не было даже и на 15 минутах. Я в моменте увидел провал, и линия, поскольку она у меня была, я вот здесь под линией уже заскочил и прошелся вот по вот этой вот штуке. Но дальше я наблюдал, и, наверное, здесь я, как ты говоришь, посмотрел, что мы подтвердили вот этот вот поход вниз, то есть здесь подтвердили ниже, и я торговал еще вот этот вот участок. Но здесь, если я зашел нормально сумму, то здесь уже я так чисто ради интереса, да, бы не пропускать нисходящую структуру. Ну и все, и был у меня прорисован обратный путь, но он пока еще не отработал. То есть вот здесь у меня где-то было угадано переломный момент, у меня было примерно порядка 11 часов я рисовал, что будет переломный момент, и оно где-то так примерно и случилось, но после 12. Значит, и я пока еще не скажу, что мы отрастаем, мы вернулись немножко, отыграли свои позиции, но пока определенности нету, и, как я уже говорил, что стараюсь следить за эфиром, потому что, не только за биткоином ходят монеты, но и некоторые, они больше следят за тем, куда пойдет эфир. В основном это монеты экосистемы на эфире, но вот давайте посмотрим, что происходило на эфире. На нем, по сути, было подтверждение выхода вниз, и можно было тоже не ждать восходящей, да, хотя обман был, сначала мы пошли вверх, потом мы подтвердили снизу и уже потом пошли снижаться. Ну и сейчас мы зависли на этот уровень довольно ключевой, мы его не могли пробить. У меня, кстати, не на этом ноутбуке, на другом у меня было 2.520 проведена линия. Этот я специально убрал все элементы рисования, дабы нам ничего не мешало. И вот здесь у меня была линия, до которой я ожидал снижения. Как видите, мы сходили еще ниже, но уже когда шла вот эта возвратная история, я ожидал реакцию. И поскольку мы прошли эту линию, да, и прошли даже вот это вот, то, что я, как правило, называю уровнем, на который ориентируюсь, будет для меня означать, что если мы закрепились и пошли выше, тренд меняется как минимум на часе. Жду развязки вот этой вот базы консолидации, которую мы здесь сейчас рисуем. И как развяжется она, опасность состоит в том, что мы ниже, мы-то выше вот этого уровня, но мы ниже этого уровня. И это меня серьезно смущает, и мне это, скажем так, не дает покоя, пока мы рисуем вот эту вот базу. Именно вот этот уровень он держит и не дает мне покоя, скажем так, сказать однозначно, что мы отрастаем. Поэтому я тебе сразу сказал, что по поводу отрастать мы еще, я, по крайней мере, не готов сказать, что мы отрастаем. На биткоине чуть более позитивная ситуация. И мы вот этот вот имбаланс, который у нас там на истории хорошо было видно, и у меня он прорисован, мы его полностью забрали. Это хорошо. У нас есть хорошая полка вот здесь снизу в районе 102-400 у меня прорисована. Она может быть там плюс-минус 102-500, неважно.
На каком таймфрейме рисовал, не помню, поэтому здесь могут быть огрехи на этом таймфрейме. И вот вы видите, какая история. Мы можем, закрепившись над этим вот уровнем, да, потому что последнее у нас вот это была линеечка, мы над ней. Вот здесь я считаю, что они совпали с уровнем смены тренда, и мы спокойно сейчас формируемся выше. Но мы же знаем, что иногда нам преподносят сюрпризы, выходные дни малой ликвидности. Есть положительный момент. У меня есть просчитанная линия, от которой я считал, что биткоин должен пойти вверх после всех своих коррекций, манипуляций и так далее. Эта линия вот здесь у меня нарисована на 1 июня, 3 часа ночи. Да, хорошо, что не 22, а не 4. Но, как есть, посмотрим, угадаю ли я в этот раз. Почему я ее нарисовал, когда придет время, я расскажу, но на одном из эфиров, по-моему, я затрагивал эту тему. Доминация, как я уже сказал, высокая, волатильность по-прежнему никак себя не проявляет. То, что мы ходим туда-сюда, на нее вообще она никак не реагирует и выше 6 особо не поднимается. Да? То есть это значит, у нас еще то, что происходит, оно не волатильно. Большое спасибо. Друзья, если у вас есть вопросы, и вы сидите тоже в каких-то монетах и не знаете, как выйти, то пишите, обращайтесь, с удовольствием рассмотрим, опять же, по графику, что происходит с вашей монетой, и подскажем, конечно, не с точки зрения финансовой рекомендации, но подскажем возможный выход из вашей ситуации. Подписывайтесь, ставьте лайки, и до понедельника.